Камера, мотор. Поехали. И всем привет, с вами Автомыш, и это видео обо мне. Вот, я не особо интересный человек, но некоторые факты обо мне вы вряд ли знали, а теперь еще и узнаете, прикиньте, как здорово. Вот, так что поехали. Ну, я думаю, многие знают, а может быть кто-то и не знает, и тут новенький, офигеть. Я из города Пензы, вот, мне 21, исполнилось недавно, 24 сентября, с прошедшим меня. Вот. Не надо аплодисментов, не надо. Я отучилась на архитектора в колледже целых 5 лет. И в итоге кем я стала? Оператором на детейлинге, автодетейлинге, да. Понадобилось ли мне образование в жизни? К сожалению, нет. Но это исключительно моя вина, потому что я не училась. Я там выживала. Не более. Вообще, в детстве я хотела быть космонавтом, киллером, потом дизайнером, а в конце концов я хотела быть женой миллиардера. Ну, это вот 8 лет я уже прочувствовала всю жизнь и думаю, буду женой миллионера. Вот отучусь на жену миллионера. Миллионера, как я себя понизила, миллиардера. Вот. Я очень сильно расстроилась, что на миллионеров реально не учатся. Для меня это реально был шок в 8 лет. Мне когда сказали, ну, нету как бы такого колледжа, где тебя бы научили быть миллионером. А как же там это бизнесы, вот это вот все? Или там не всегда становишься миллионером? Наверное, не всегда. С моим умом и удачей, скорее всего, нет. Ну, как видите, женой миллионера я не стала. Вот, космонавтом тоже, дизайнером тоже. Я даже архитектором не стала, но отучилась зато. Да, теперь у меня диплом лежит у мамы, потому что он ей был нужнее. Но профессию, кстати, я выбирала сама, но в итоге как-то мне не зашло, потому что на втором курсе я поняла, что там надо думать. Мне не понравилось. Также, если мы уже начали о фактах обо мне из прошлого, главный факт, наверное, в том, что я никогда не интересовалась машинами до 15 лет. Вообще. То есть я никогда не думала, что я сяду за руль, я никогда не хотела сесть за руль, я никогда не хотела машину, я вообще не понимала, что здесь ездит, что за марки, что за страны-производители и все вот это вот такое. Я даже думала то, что Peugeot это Porsche. Peugeot это Porsche. Вот, и думала, что у меня в городе много богатых людей. Да. И когда я своему бывшему парню сказала то, что, ну, Peugeot это Porsche, он такой, учи все марки автомобилей и страны их производителей. Ну, теперь я все знаю, а как-то потом закрутилась, завертелась, что я начала ими интересоваться. То есть что-то более, чем марка, модель и страна производителей. То есть я уже знала какие-то характеристики и начала приглядывать, какую машину хочу я. Я даже задумалась о том, что я хочу ездить. Но вам кажется, что все пошло прям сладко? Нет, нифига, ничего сладко не пошло. Я отучилась в автошколе, получила права и в итоге купила машину, которая потом мне стояла 3 месяца. Знаете почему? Я боялась ездить. Да, мне казалось, я умру где-нибудь в канаве. Не, в канаву я, конечно, улетала, но это уже было осознанно. В повороты не надо на скорости заходить, а так... Зато машина целая осталась. Даже я целая осталась. Вот пацанов только напугала. Но неважно, короче. Вот. Короче, я боялась ездить на машине. И как я села за руль? В итоге там... Во-первых, те, кто меня смотрят, и те, которые только отучились на права или учатся и боятся садиться за руль, не садите никого с собой рядом, кто вам скажет, что вы говно и плохо ездите. Ездите одни, реально. У меня сработало это так. Я поехала в колледж на маршрутке и поняла, что я больше никогда не хочу заходить в маршрутку, потому что это отвратительно. Реально отвратительно. Я еду, рядом со мной едут люди, я долго еду. Это еще была жара, начало сентября. Вот. Я отрубилась в обморок еще тогда. Я подумала, ну, у меня стоит машина, у меня есть права. А чего бы нет? И я села за руль. Позже, после того, как мне сказали то, что, ну, ты плохо ездишь, достаточно близкие для меня люди, я психанула и уехала, куда глаза глядят.
до центра в своем городе. Центр у нас вот в 20 минут от другого конца города. Ну, неважно. Уехала. И тогда я положила... Наверное, нельзя это говорить, да? Я же в интернете. Короче, быстро ехала, не разбилась, значит, так можно, я подумала. И после этого момента я чувствовала себя достаточно уверенно за рулем. Мне казалось то, что, ну, все уже, ну, нормально. Но в этот момент самое главное не переоценить себя, наверное. Потому что, ну, лететь в канавы — это неприятно, сразу вам говорю. Надо, конечно, хасанить, но с умом. Вот, сейчас уже, конечно, я это понимаю, но раньше я, наверное, этого не понимала. И как бы, вот я вас ознакомила, где я живу, на кого я училась, кем я хотела стать, кем я стала в итоге, как я полюбила машины. А теперь вопрос, как я начала о них снимать. Мало кто знает, что в интернете я снимаю с 18 года. В ТикТоке я с 18 года, но к моему профилю в ТикТоке, нынешнему, всего 1,5 года. То есть за 1,5 года я набрала 216 тысяч подписчиков. 217 уже. А до этого у меня было 450 тысяч подписчиков, но я снимала такой детский контент а-ля. Ну, типа танцульки, тренды. Но, считай, я никаким образом не выделялась из толпы всех остальных. Кроме того, что не выговаривала букву «Л». На этом я и хайпанула изначально. Ну, а теперь немножко посмотрим мои старые видео с ТикТока. Говорят, картавые люди страдают. Но никто не думает о людях, которые не выговаривают букву «Л». «Л». Ой, Маша, скажи «лошадь». Лошадь. Но в итоге мне это надоело, и там умер актив. Я подумала, создам новый. Начну все сначала. И сняла видео, как различать «Жигули». Как отличать «Жигули»? Сейчас расскажу. Начнем по порядочку, с копеечки. У копейки спереди 2 кругленьких фары, а также маленькие задние фонари. Двойка, та же самая копейка, но с большой попой, то есть универсал. Как оказалось, людям это интересно. То есть я начала снимать в таком стиле видео. Потом я начала шутить про машины. И все такие, да, классный контент. И у меня появилось очень много знакомых автолюбителей в Пензе. То есть мы устраивали огромную сходку в нашем городе, где приехало около 200 машин. И многие меня знали. И это капец как приятно. То есть меня встречают на дороге, там типа бибикают, сигналят, там это моргают. И да, это круто, потому что теперь у меня аудитория, считай, в основном хоть и парни, но понимающие, я могу с ними говорить, там, обсуждать какие-либо темы. То есть, если мне что-то сломается в машине, я могу написать кому-нибудь из своих подписчиков. Да, кстати, я с ними общаюсь, во всяком случае. Так что да, я очень быстро переобулась с одного контента на другой, и теперь я автоблогер. В какой-то момент я, конечно же, как бы сталкивалась с хейтом, потому что, ну, девочка в автоконтенте все время это, не знаю, такое отношение, то, что да ты же нифига не знаешь, да ты же девочка, и все вот это вот такое. Да, возможно, в каких-то технических частях я слаба, во всяком случае, я это признаю. Но говорить то, что вообще не разбирается, мне кажется, это, ну, не очень. Многие спрашивали еще про мою машину. Да, у меня Приора, хэтчбэк 2010 года, первая. Не полторашка, не вторая, первая. То есть я купила ее в 2019 году у Перекупа. Только я об этом, конечно же, не знала, и не знала, что такое Перекуп, и вообще ничего я не знала, начнем с этого.
взяла, потому что она была внешне красивая. Но на самом деле, может быть, оно и правильно, потому что я перебрала всю внутрянку, и теперь знаю, что мне ничего не сломано. Чек только вылезает постоянно. Но это не важно. Вот. И считай, у меня сразу умер ГРМ, умерло сцепление, тормоза, коробка. Забился каталик, я его вырезала, поставила прямоток. Короче, все пришлось чинить. Дальше я уже начала смотреть на внешку, мне не нравились бампера, я снесла все бампера, заставила вторые бампера, лип-спойлер, губа. Ну, впрочем-то, на все эти починки моей машины, усовершенствование, так сказать, ушло около 120 тысяч. Я взяла за 220 тысяч и еще 120 вложила. И, между прочим, все из своих денег. Я просто получала зарплату и относила их в приоре. Потому что себе я тогда ничего не покупала, мне кажется. Даже когда мне предлагали ехать на море, я такая, нет, мне нужно поставить прямоток в приору. Никакого моря. Мне нужно на машину.